Жила-была старая ведьма. Ходила она по свету, искала маленьких детей и съедала их. Однажды шла она по лесу и у подножия горы на большой поляне увидела пастушка со стадом коз. Пастушок был красивый, здоровый мальчик. Подошла к нему ведьма и сказала: «Да будет жизнь твоя долгой, сынок, достань-ка мне плодов с этого дерева». «Как же я достану, если я не умею лазить на деревья?» – ответил мальчик. «А ты ногой встань на сухую ветку, а рукой хватайся за зеленую», – сказала ведьма. Мальчик послушался, и когда полез на дерево, сделал так, как научила его ведьма. Но едва он встал ногой на сухую ветку, как она сразу же сломалась. А ведьма уже стояла под деревом с открытым мешком, и мальчик упал прямо в него. Ведьма завязала поскорее мешок и пошла домой. Мальчик был тяжелый, а дорога шла в гору. Устала ведьма, захотелось ей пить. Увидела она в стороне ручей, оставила мешок с мальчиком на дороге и пошла попить воды. В ту пору по дороге проходил путник. Мальчик услышал шаги и закричал из мешка: «Спасите, спасите! Поймала меня ведьма и хочет съесть! Выпустите меня из мешка!» Прохожий развязал мешок. Мальчик вылез, а в мешок положил осиное гнездо. Ведьма вернулась, подняла мешок и пошла дальше. Пришла она домой, встретила ее дочь, спросила, что в мешке. «Принесла я для тебя хорошего мясца», – ответила ведьма и отдала мешок дочери. Та хотела его сразу же развязать. «Нет-нет», – закричала ведьма, – «неси его в дом, там развяжешь, а то еще убежит». Внесла дочь мешок в дом, развязала и начала вытряхивать. Из мешка вылетели осы, набросились на нее и стали жалить. С криком бросилась дочь к матери. «Что случилось?» – спросила ведьма. «Не видишь разве, что меня осы искусали?» – пожаловалась дочь. «А ты говорила, что хорошего мясца принесла». Поняла ведьма, что пастушок ее обманул. На другой день ведьма опять взяла свой мешок и вышла из дому. И опять повстречала того же пастушка. «Сынок», – сказала ему ведьма, – «я голодна, сорви мне плодов с дерева». «Не стану», – ответил мальчик, – «ты, старуха, и вчера сюда приходила». «Нет, мальчик, посмотри, у меня золотые зубы, а у вчерашней старухи таких не было. Не умею я лазить на деревья, еще упаду». «Ты не бойся», – сказала ведьма, – «ты ногами вставай на зеленые ветки, а руками держись за сухие». Полез мальчик на дерево. Ветки тут же обломились, и он с шумом полетел вниз. Опять угодил он в мешок ведьме. Обрадовалась она: «Уж нынче я не упущу такой лакомой добычи». Взвалила ведьма мешок на спину и понесла домой. Дорога шла мимо деревни. Ведьме надо было по какому-то делу зайти туда. Недалеко от дороги работал на поле пахарь. Ведьма попросила его постеречь ее мешок, а сама пошла в деревню. Мальчик подождал, пока ведьма отошла, и закричал: «Эй, братец пахарь, выпусти меня из мешка. Я помогу тебе пахать и навоз по полю разбрасывать». Пахарь выпустил его, а мальчик набросал в мешок земли и камней. Ведьма вернулась, взвалила мешок на спину и пошла дальше. Камни в мешке больно терли ей спину. «Эх, проклятый мальчишка, уперся, видно, мне в спину коленками. Подожди же, скоро попадешь ты в мой котел». Бранилась она себе под нос. Пришла ведьма домой, развязала ее дочь мешок, вытряхнула, а из него посыпались земля да камни. От злости ведьма заскрежетала зубами. Снова удрал мальчишка. «Ну погоди же, сегодня тебе удалось скрыться от меня,
но уж завтра я тебя обязательно съем». На третий день ведьма опять нашла того же пастушка. «Сынок, сорви мне плодов с дерева». «Не стану», – засмеялся мальчик. «Ты уже не первый раз сюда приходишь?» «Нет», – сказала ведьма, – «ты ошибся, ведь я родня твоей матери». «Не умею я лазить на деревья», – стал отказываться мальчик. «Упаду еще». «Не упадешь», – настаивала ведьма. «Я буду снизу держать тебя за ноги». Полез мальчик на дерево, а ведьма дернула его за ноги и упрятала в мешок. Как ни кричал мальчик, она накрепко завязала мешок и направилась домой. На этот раз она по дороге уже нигде не останавливалась. Пришла ведьма домой, отдала мешок дочери и сказала: «Ну, теперь-то уж я его принесла. Поедим мы с тобой сегодня вдоволь. Ты пока займись стряпнёй, а я скоро приду». Ведьма ушла, а дочь развязала мешок и выпустила мальчика. Мальчик стал задабривать ее ласковыми словами, а потом и говорит: «Ты, наверное, устала рис толочь? Я тебе помогу. Дай мне пест, а сама пересыпай рис из ступы». Взял он у нее пест и принялся за работу. Дождавшись, когда дочь ведьмы наклонилась над ступой, мальчик изо всех сил ударил ее пестом по голове. Она так и повалилась замертво, а мальчик пустился наутек и прибежал домой. Вернулась ведьма и увидела возле ступы мертвую дочь. Вот тогда-то и узнала она, что такое материнское горе. Первый раз в жизни пришлось ей это испытать самой. Заплакала она горькими слезами. Казалось, что от горя сама вот-вот умрет. И с того самого дня навсегда перестала ведьма ловить и есть маленьких детей. Аудиорассказы от Эдемы Элай.